Добрый день, уважаемые друзья-майнеры! Сегодня у нас коротенькое видео о долгожданной прошивке для ASIC S19. Многие из вас знают, что китайцы буквально зацементировали свой софт, но, видимо, не родился еще тот китаец, которого бы наши соотечественники не объехали на хромой кобыле, как говорится. Правда, это не удалось сделать чисто софтом, приходится вторгаться в железо. Либо меняется чип на контрольке, либо меняется целиком контролька. Ну, в частности, вот подходит от S17+. И следующая трудность. Значит, таким образом удается разогнать до 140-145. В каких-то случаях, если повезло с ASIC, до 150 терахэш. Дальше не тянет блок. Но разработчики решили эту проблему. То есть они вторгаются в блок, повышают его мощность. И вот на сегодняшний день существует прошивка до 171 терахэша. А вообще разработчики заявляют уже о 190 терахэшах. При этом надо понимать, что начинает расти сначала линейно, а потом по экспоненте потребления электроэнергии ASIC. Если в базе при 110 терахэшах он потребляет 3200, то уже на, вот у нас сейчас, если вы посмотрите, 29 ампер потребления, это примерно 6,5 киловатт. Вот сейчас у нас ASIC выдает 166 терахэш. Дальше, если мы гоним уже за 170, за 180, мы выходим на 8 киловатт примерно мощности. И это, соответственно, тянет за собой изменение, некий апгрейд наших установок. Поэтому мы решили пойти таким путем. Мы будем продолжать выпускать линейку наших установок под ASIC S19 вот в таком виде. Они примерно до 5 киловатт, то есть вы можете разгонять, но как бы так вот умеренно. И мы выпустим линеечку, значит, установок, которые будут заточены исключительно под вот такой вот сумасшедший разгон. Вот, они у нас будут с литерой R разгон. Ну и там, конечно, не так все просто с электрикой, с гидравликой, с термодинамикой. Поэтому, конечно, мы отказываемся от установок на 24 ASIC. Уже и в базовом варианте их не будет. Максимально будет 18 ASIC. 18, 12, 6 и 3. А под разгон у нас будет, значит, 3, 6 и 12. Ну вот, как видите, эта прошивочка предлагает нам разные варианты, начиная с базового 110 терахэш и заканчивая вот максимальный 171 терахэш. Сейчас, значит, у нас, соответственно, стоит 167. И вот если мы посмотрим статус, то он так реально примерно и соответствует. Вот. Температура при этом на чипах максимальная 61 градус. Если мы температурку опустим, то, в принципе, мы и 170 терахэш здесь получим. То есть, в общем-то, заявленная разработчиком вот эта вот шкала, она реально соответствует. При этом, значит, потребляя мощность около 6,5 киловатт, вот в этом режиме. Честно говоря, мы бы не рекомендовали все-таки гнать в потолок. Идеальный, на наш взгляд, режим – это 161 терахэш. При хорошей температуре в ванне вы получите 165 примерно, и этого вполне достаточно. И очень хорошая эффективность будет при этом, то есть отношение терахэш к потребляемой электроэнергии. Ну вот сейчас я, как уже говорил, значит, у нас режим 166 терахэш, это вот 29 ампер. Если вы помножите, это примерно 6,5 киловатт. Крышечку мне пришлось снять, чтобы подключиться. Провода, в общем-то, ощутимо греются. Вот. В базе мы ставили 6 квадратов. Для вот этой вот модельки с литерой R будем ставить 10 квадратов.
Ну и, соответственно, автоматы на 40 ампер перейдем. Значит, на удивление, подающие провода не перегреваются при 6,5 потребления, но больше мы бы все-таки не рекомендовали гнать, просто в целях безопасности. Хотя вот под разгонные, значит, установочки мы постараемся поставить провода 2,5 квадрата. Ну, а рассуждая о биткоине вообще, в целом прогнозы по биткоину сбываются. Наша вера в биткоин только окрепла за это время. Вот этот временный откат с 64 до 29 примерно вполне укладывается в логику его роста. Щучка нас, кстати, тоже не подвела, астраханская. По щучьему велению, по моему хотению, сделай так, чтобы биткоин вырос до 20 к концу года и до 100 к концу 21-го. Ну давай, ну пошла, ну молодец. В общем, надеемся, что в ближайшее время рост биткоина продолжится. И я считаю, что в данный момент уникальный шанс зайти в бизнес по майнингу для тех, кто причесал себе репу в прошлом году и так и не решился это сделать. Во-первых, упал хешрейт, сложность майнинга. Ну, вы знаете, по каким причинам. Китайцы выдавливают майнеров в своей территории. В связи с откатом битка вдвое упала стоимость оборудования. Ну, в общем, если входить, то очень быстро, потому что всего скорее биткоин не задержится на 30 и в ближайшее время пойдет на новые хаи. Ну вот хочется еще отметить, мы уже раньше говорили в своих роликах о том, что производители асиков уперлись в технологический потолок производства чипов. То есть дальше 7-нанометрового чипа пока дело не идет и не пойдет в ближайшее время. Плюс к этому наложилась сейчас еще общемировая проблема с процессорами вообще. То есть вы знаете, да, что их не хватает, даже вот автомобили люди ждут по полгода, не могут получить. То же самое в производстве асиков. Китайцы резко снизили количество выпускаемых асиков, отсюда и дефицит на рынке. И в связи со всем вот этим на первый план выходит долговечность оборудования. Как долго оно у вас будет работать и как часто вы будете возить его в ремонт. Многие наши клиенты, которые пришли с воздушного майнинга, говорят о том, что до 70% оборудования им пришлось отправить в ремонт. В случае с иммерсионкой такого просто не происходит. Оборудование работает в комфортных условиях, постоянно при определенной температуре. Нету скачков дневных, сезонных, нет перепадов влажности, нет пыли, нет вибраций, потому что это самый страшный бич для любой электроники. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Удачного вам майнинга, ребята. Смотрите наш канал.